В настоящей здоровой команде люди не существуют автономно друг от друга. Они знают, что могут рассчитывать на поддержку коллеги. Они откликаются и сами предлагают помощь. Но как сделать так, чтобы осознанно не превращаться в спасателя, не сгружать на себя работу своего товарища или коллеги, жертвуя в этот момент своей личной эффективностью? Я расскажу вам о том, как правильно выстроить этот процесс. Ну что, поехали? Итак, 3 признака того, что вы выполняете чужую работу. Признак номер 1. Вы тратите на эту работу больше времени, чем тот, кому она была поручена. Например, к вам приходит ваш коллега и говорит: слушай, а можешь тут посмотреть, я правильно отчет делаю? Вы открываете отчет на 10 листов, видите, что на первом листе просто гора ошибок, и вы начинаете вместо него все переделывать, потому что понимаете, что пока вы ему объясните, пройдет очень много времени, а вы как бы не хотите тратить на это время. Вам кажется, что вы сократите время. Но на самом деле что получается? Получается, что у вас работы становится больше, а у вашего коллеги меньше. Потому что в какой-то момент вам просто надоест, что он сидит рядом, и он пойдет заниматься своими делами, а вы будете делать его работу, а потом вспомните, что вам нужно будет делать еще и свою. А в следующий раз, если вы вот так вот поступите, скорее всего, он придет к вам еще раз с таким же вопросом, и все заново пойдет по кругу. Признак номер 2. Человек не использует вашу помощь. То есть вы ему подсказывали, рассказывали, давали какие-то шаблоны, но каждый раз, когда ему поступает эта же задача, он просто ждет, что вы спросите: слушай, а как у тебя дело продвигается? Потому что вы-то человек ответственный, вы, возможно, уже даже делали эту работу, а он-то не знает, он-то не может запомнить. И вот если из раза в раз вы человеку даете какие-то навыки, обучаете его знания, понимания, а он это не использует и ждет вашей инициативы, то, скорее всего, это приведет к тому, что вы будете делать эту работу повторно. При этом человек не проявляет инициативы, не чувствует какой-то ответственности, он просто находится вот в состоянии ожидания, что вы сейчас придете и зададите ему вопрос: слушай, а что у тебя вот с этим? Очень часто такое происходит с новичками. Ну, новички — это отдельная история, но все же, когда ему дают инструкции, он что-то недопонял, уходит, сидит день, 2, 3, потом уже приходит время какого-то чекпоинта, да, когда вам нужно узнать, а что, собственно говоря, он сделал за это время. А он говорит: а ты знаешь, а я вот недопонял. И тогда вы понимаете, что вам сейчас нужно в очень быстром режиме еще раз пересматривать все то, что вы ему рассказывали. А если ему был поручен какой-то объем работы, ну, небольшой какой-то участок, и он его не сделал, потому что недопонял, то вам придется это делать за него. Признак номер 3, что вы берете на себя чужую работу. Вам поручают задачу, с которой вы хорошо справляетесь, но она, очевидно, к вам не относится. И для этого есть специально выделенный отдел, либо какой-то специалист. Например, вам поручили делать презентацию просто потому, что вы это умеете делать, но у вас есть целый отдел обученных маркетологов, которые, в принципе, должны этим заниматься. Для того, чтобы избежать этой ситуации, вы можете посмотреть мое видео «Как красиво сказать нет». Там очень хорошо и понятно расписано, как же коммуницировать с людьми, которые пытаются вами манипулировать и сгрузить на вас свою работу. Это происходит очень искусно, но в видео я это все очень понятно рассказываю. Прежде чем мы пойдем дальше, я прошу вас поставить лайк под этим видео, если вам нравится то, что я вам рассказываю. Ну и сейчас 5 правил для тех, как же не превращаться в бесплатный ресурс для своих коллег. Помощь – это, конечно, хорошо, но помощь должна приводить к росту и высвобождать ресурс для чего-то большего, а не приводить к выгоранию. Сразу скажу, рыба вместо удочки – это тупик. Очень многие считают, что вам быстрее переделать самому, чем научить. Ну, в моменте, наверное, да. Иногда бывают такие ситуации, когда действительно вам кажется, что я сейчас сделаю сам, чем вот это вот все рассказывать человеку. Но вы же смотрите на перспективу, вы же собираетесь с этим человеком работать дальше, а если он ничего не будет делать, а если он ничему не сможет научиться, вы каждый раз будете за него переделывать, если вы хорошо справляетесь? Но, скорее всего, нет. Именно поэтому нужно вводить 5-шаговую систему наставничества. Она состоит из следующих элементов. Элемент номер 1. Послушай, я тебе расскажу. То есть вы рассказываете пошагово словами, что зачем нужно сделать. Смотри, вот это отчет, в нем есть вот такие вот столбцы.
такие данные мы берем из этого файла, такие данные мы берем из этого файла. Элемент номер 2. Посмотри, я тебе покажу. Вы руками прям показываете, что откуда нужно брать, куда что нужно вставлять. Ну, если это отчет, да, что как считается. То есть вот этот весь процесс показывайте своими руками. Элемент номер 3. Давай сделаем это вместе. То есть вы совместными усилиями, что-то говорит он, что-то говорит вы. То есть у вас прям командная работа в этот момент начинает развиваться. Элемент номер 4. Сделай сам, я посмотрю. То есть большую часть работы в этот момент вы делегируете этому человеку. Он делает, вы смотрите и подсказываете. И элемент номер 5 – это делай сам и говори. То есть здесь уже вы полностью передаете ответственность этому человеку и остаетесь как бы в стороне наблюдателем. И он сам уже комментирует, что он понял, как он понял. Вы можете здесь задавать вопросы, какие варианты есть, какие опции здесь есть. Вот такая вот пятишаговая система наставничества, она, может быть, звучит на первом этапе как нечто большое, но на самом деле очень сильно сэкономит вам время в будущем. Шаг номер 2. Ограничивайте время помощи. Если у вас у самого гора работы, отчеты, если дедлайны просто наступают вам на пятки, не нужно откладывать все только потому, что вы хотите быть хорошим человеком. Вы можете посмотреть и оценить, сколько времени вам на самом деле потребуется на эту помощь. И сказать коллеге: слушай, у меня есть сейчас 15 минут, давай вот все, что сможем, разберем, все остальное сам. И дать, например, ссылку на какие-то подсказки, чтобы он смог воспользоваться вашей помощью. Либо вы можете сказать: приходи ко мне там после 4 часов, у меня будет там 30 минут, поставь мне встречу, и за эти 30 минут вот мы с тобой разберем, дальше пойдешь делать сам. Что еще можно сделать? Можно попросить его, чтобы он, по крайней мере, начал, и вы потом совместно посмотрели, что он сделал неправильно, а не так, что он с чистым листом просто приходит и говорит: помоги мне, пожалуйста, вот я ничего не могу сделать. Но вряд ли он прям совсем ничего не может сделать. Правило номер 3. Учите только тех, кто на самом деле учится. Если коллега 4-й раз подходит к вам с одним и тем же вопросом, ну, пора уже задать вопрос. Слушай, а вот мы с тобой уже несколько раз это обсуждали, а ты где-то это зафиксировал? Если нет, то давай с тобой пошагово запишем, чтобы мы повторно к этому вопросу не возвращались. Вообще, очень часто в коллективах бывают такие люди, которые всегда все забывают, недопонимают, и вот постоянно они пытаются свою работу распределить на других, при этом в 18:00 очень четко уходят домой. Вот я рекомендую всегда, когда вы начинаете такой вот цикл обучения, либо наставничества, сразу записывайте, что, зачем нужно делать. Пункт номер 1, номер 2, номер 3. Пусть он записывает название источников, куда ему нужно обратиться, к кому можно обратиться, кому нужно позвонить. Ну, то есть чем полнее вы дадите ему цикл и объясните, что, зачем нужно делать поэтапно, тем выше вероятность того, что вы в следующий раз с этой задачей не столкнетесь. Правило номер 4. Спрашивайте, чем конкретно я могу помочь. Потому что человек, возможно, действительно пришел к вам, чтобы вы что-то ему подсказали, а вы берете его работу и начинаете выполнять и говорите: господи, сколько можно одно и то же повторять. Не надо. Возможно, ему нужно просто 5 минут вашего времени. Поэтому спросите: скажи, чем я могу помочь? Дать полезную ссылку, дать полезный контакт, проверить результат, составить какую-то схему, и ты потом пойдешь выполнять. И чем конкретнее будет запрос вашего коллеги, тем лучше для вас. Вообще, не забывайте ставить колокольчик после того, как вы посмотрите это видео, а лучше сделайте это прямо сейчас, потому что я создаю несколько полезных видео для вас, и чтобы не пропустить следующее, было бы здорово, если бы вы это сделали. Правило номер 5, последнее правило, о котором я хотела бы вам сказать. Пожалуйста, фиксируйте, что вы кого-то наставляете, потому что руководитель не всегда видит, что вы выполняете работу наставника. Поэтому, если вам получают еще дополнительно сверху какую-то работу, вы можете сказать: я сейчас там не могу, потому что у меня вот эта задача, еще мне нужно помочь там Сергею, Алексею или Максиму. Говорите о том, что вы делаете, потому что в ином случае, когда вы берете на себя очень много работы, вы устаете, а потом через некоторое время у вас приходит разочарование и выгорание. Вообще в команде вопросы распределения работы должны, безусловно, обсуждаться открыто. Это не должно быть так, что кто-то не делает ничего, а кто-то делает все и за всех. Поэтому, повторюсь, для того, чтобы руководитель, во-первых, видел, что у вас есть определенная нагрузка, для того, чтобы коллеги ценили ваш вклад в общее дело, понимали вашу экспертность, всегда говорите об этом открыто.
Настоящая помощь – это тогда, когда каждый участник команды становится лучше. Есть такая хорошая фраза: если ты тянешь лодку один, другие могут даже не знать, что у нее есть весла. Поэтому делитесь своей экспертизой, помогайте своим коллегам становиться лучше и становитесь лучше сами.